Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей, выходивших в европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня вам покажу, на мой взгляд, очень симпатичный автомобиль марки Mercedes-Benz, модель 180, кузов W120. И эта машина выходила в рамках румынского проекта «Легендарные автомобили» под номером 44 и поступила в продажу в 2013 году. Как и любая журнальная серия, изначально этот автомобиль комплектовался журналом, но свой экземпляр я приобрел ради спортивного интереса на распродаже в интернет-магазине, и там продавали только модели, и за этот экземпляр я заплатил 3 евро 95 центов. Это вполне хорошая цена, с учетом того, что обычно в Европе журнальную серию продают за 15-20 евро, и здесь вполне хорошее качество покраски и сборки. И если говорить о Мерседесах в журнальных сериях, то этот автомобиль выходил не только в рамках румынской серии, но и в Польше. И польский вариант был под номером 170 и появился в продаже в 2015 году. И польский вариант отличается цветом. Там светло-голубой автомобиль, у него также другие регистрационные номерные знаки. И похожая машина выходила в рамках венгерской серии в бордовом цвете под номером 67. И эти модели сделаны на формах XO Models. Также они выходили в коробочках XO и в более бюджетном сегменте под брендом Whitebox. И модель от Whitebox продавали за 22 евро. И также такая модель мелькала в европейской серии, посвященной такси. И автомобиль был в точно таком же синем цвете, у него только на крыше был гребешок такси и логотипы на передних дверях. И если говорить о румынской журнальной серии, то здесь есть одно преимущество над польским вариантом – это пластиковый черный подиум. И также отдельно я видел, продавали прозрачные колпаки, вы могли выкинуть блистер, поставить колпак и таким образом хранить модель на открытой полке. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается импортера. Естественно, эти модели изготовлены в Китае, но по сравнению с российской серией здесь меньше брака, хотя тоже качество материалов оставляет желать лучшего. И я стал замечать, что на многих журнальных моделях по истечении какого-то времени начинаются различные метаморфозы. Например, проседает краска, облезает хром и так далее. Могут вывалиться фары, как это было на моей модели ГАЗ-21 в вишневом цвете. И также на краске зачастую появляются какие-то вздутия. И это нам говорит о том, что используются самые низкосортные материалы. И такого не наблюдается даже на старых российских моделях. Если вы посмотрите, у этого автомобиля довольно симпатичный синий цвет, и настоящая машина выпускалась с 53 по 62 год. И для немцев это в некотором роде культовый автомобиль, но какое отношение он имеет к польской, к румынской, к венгерской серии, для меня остается загадкой. Здесь салон автомобиля сделан из пластика, окрашенного в массе, и по-хорошему нужно окрашивать сиденья, панель приборов, дверные карты, как и на любой другой журнальной модели. Дворники здесь сделаны из пластика в хроме, вид портят остатки от литника, которые не окрашены. Также здесь присутствует водительское зеркало заднего вида и центральное зеркало в салоне автомобиля. Дверные ручки и поворотники здесь просто обозначили краской, они сделаны единым целым с кузовом автомобиля. Также нанесли краской декоративный молдинг. Вполне хорошо смотрятся колпаки на колесах, но, повторюсь, качество хрома здесь не самое лучшее. Покрышки здесь в целом попадают в 43-й масштаб, но отсутствует какая-то маркировка на боковинах, и также не очень хорошо сделан протектор. И эти покрышки тоже не очень ровной формы. И зачастую на журнальных моделях покрышка начинает дубеть, со временем выделять пластификатор, оплавливать подиум, также колесный диск, так что тоже будьте внимательны с этим изделием.
Также, если вы посмотрите на заднюю часть, здесь задние фонари в виде хромированных элементов, обозначенных красным лаком. Также есть сектора поворотников. Эти детали установлены не очень аккуратно, и методом там по печати здесь также нанесли регистрационный номерной знак и шильдик Mercedes-Benz. Присутствует выхлопная труба, она никак не обозначена, по-хорошему нужно просверлить отверстие, ее окрасить серебристой краской. И уже не хочу делать доработки журнальных моделей, потому что устал каждую модель подкрашивать, дорабатывать, заново собирать более аккуратно, и все это отнимает очень много времени. Если посмотреть на оформление передней части, то здесь решетка в хроме, но почему-то не зачернили решеточку, и нужно это делать самостоятельно, чтобы она смотрелась не так игрушечно. И здесь очень некачественно сделали маскот на решетке радиатора, и трехлучевая звезда здесь выглядит, как будто это просто какая-то медалька, нету сквозных отверстий, и даже на более дешевых моделях делают значки лучше, из пластика и более ажурно. И давайте открутим этот автомобиль от подставки, покажу, как сделана у него нижняя часть. И здесь модель крепится при помощи одного винтика под крестовую отвертку. И зачастую на европейских журнальных сериях используется шляпка винта под треугольную отвертку, и нужно отдельно покупать отвертку от X Models, которая стоит тоже 1,5–2 евро. И здесь все очень схематически изображено. Передняя балка, задний мост, выхлопная труба, топливный бак, указан масштаб 1:43, наименование автомобиля Mercedes-Benz 180 Pantone, и написано, что эта модель изготовлена в Китае. И давайте для сравнения вам покажу дальних родственников. Это советский автомобиль ГАЗ-21 Волга, и это модель от нашего автопрома, но точно такой же автомобиль выходил в рамках журнальной серии «Автолегенды СССР». И как раз вы можете посмотреть, здесь немножко просело лакокрасочное покрытие. Начали появляться небольшие вздутия, и, повторюсь, это замечается на многих моделях, которые сделаны на формах East Models, XO Models и выходили в различных журнальных сериях. И по размеру Волга чуть крупнее, чем Mercedes, она также чуть-чуть шире, но общие пропорции у автомобилей очень похожи. И покажу вам еще одну машину. Это польская Варшава М20, она же Победа, только с кузовом типа седан. И как раз вы тоже можете посмотреть, что Варшава чуть длиннее, но по ширине она примерно такая же. И это автомобили примерно одинаковых годов выпуска. Повторюсь, Mercedes выпускался с 53 по 62 год, Варшава с 51, если мне изменяет память, и Волга выпускалась тоже, по-моему, со второй половины 50-х годов. Кто знает точнее, поправьте. Ну и вот так сделана нижняя часть у польского варианта, и здесь лучше проработано днище, и также глушитель сделан в виде отдельной детали. Так что вот такой Mercedes, который я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. И если вы в свою коллекцию планируете приобрести какой-то журнальный Mercedes, то смотрите лучше на серию Mercedes-Benz Collection. Вот так она выглядит. Здесь представлен Mercedes 230S Универсал 67 года. И преимущество этих моделей в том, что, во-первых, здесь поставляется прозрачный дисплей-кейс, лучше качество хрома, лучше покраска, лучше сборка, хотя тоже встречаются некоторые недоработки. Например, на моем экземпляре отвалились стекляшки на светотехнике, они здесь находятся в углу, и эту модель я еще ни разу не распаковывал. Так что тоже попадается брак даже для немцев. И здесь на модели также есть защитная наклеечка, которая отсутствовала на румынском варианте. Но в целом, повторюсь, за свою цену это вполне хороший вариант, и вы можете самостоятельно его доработать, покрасить светлым
цветом салон, и модель заиграет, скажем так, другими красками. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики. Если вы не подписались, то нажмите на подписку, на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом и втором канале. А на сегодня это все, и также не забывайте оставлять ваши комментарии, какие иномарки из журнальных серий есть в ваших коллекциях. Увидимся в других видеороликах. До новых встреч. Пока.